тот день Москва казалась особенно серой, будто город впитал в себя всю усталость прошедшей недели. Я только что вышла из кабинета генерального директора одной из дочерних компаний нашего холдинга. Мы обсуждали скучные цифры квартального отчета, и моя голова гудела от бесконечных таблиц и графиков. Я шла по коридору бизнес-центра, мечтая только об одном – добраться до машины и тишины. Но судьба, как это часто бывает, распорядилась иначе. Мое внимание привлек приглушенный шум, доносившийся из-за поворота, где располагалась зона отдыха у панорамного окна. Любопытство, смешанное с внезапной и необъяснимой тревогой, заставило меня замедлить шаг. Я остановилась за огромным фикусом, чьи пышные листья создавали идеальное укрытие, и стала невольным свидетелем сцены, от которой у меня внутри все похолодело. В центре холла стояла Вероника, новый офис-менеджер арендаторов, которую я встречала всего пару раз. Это была та категория людей, которым малейшая власть мгновенно ударяет в голову. Высокомерный взгляд, идеальная укладка и тон, не терпящий возражений. Но сейчас она смотрела не на документы, а на пожилую женщину в синей униформе уборщицы. На мою маму. Светлана Петровна, моя мама, несмотря на все мои уговоры и возможности обеспечить ей безбедную старость, продолжала работать. «Мне нужно движение, Ира, мне нужно быть среди людей, чувствовать себя полезной», твердила она каждый раз, когда я предлагала ей уволиться. И я, скрипя сердце, согласилась, при условии, что работа будет не пыльной. Но то, что я видела сейчас, разбивало мне сердце. На полу расплывалось темное пятно от пролитого кофе. Вокруг лужи, словно презрительно брошенные подачки, валялись несколько монет. «Ну, что за растяпа?» Ледяной голос Вероники резал воздух, как натянутая струна. «Быстрее давай, у меня нет времени ждать, пока ты тут копаешься. Это тебе на чай, что ли, уронила? Или руки уже не держат?» К горлу подступила тошнота. Я видела, как мама, моя гордая, интеллигентная мама, молча опустилась на колени, чтобы собрать монеты и вытереть пятно. Я не видела ее лица, но могла представить, как пунцовят ее щеки от жгучего стыда. Вероника продолжала стоять над ней, постукивая носком дорогой туфли по полу, всем своим видом демонстрируя превосходство. В этот момент во мне что-то надломилось. Гнев, горячий и неудержимый, начал закипать в крови, вытесняя усталость. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Она думала, перед ней просто бесправный персонал. Она не знала, что запустила механизм, который разрушит ее собственный мир. Мама заметила меня, когда я уже вышла из укрытия. Она поспешно отвернулась к окну, стараясь придать лицу беззаботное выражение, но ее плечи предательски дрожали. «Ну, Ирочка, что ты так смотришь?» «Все нормально», — проговорила она, но голос звучал натянуто, неестественно высоко. «Просто небольшое недоразумение. Я сама виновата, задела чашку». Я не поверила ни единому слову. Подойдя ближе, я взяла ее руку в свою. Ладонь была шершавой от работы, теплой и такой родной. «Мам, не нужно меня обманывать». «Я все видела», — тихо, но твердо сказала я. «Это была Вероника, верно? Она тебя унизила?» Светлана Петровна отвела взгляд, словно провинившаяся школьница. «Да брось, Ириш. Просто у девочки плохой день». «Неприятно, конечно, но я уже забыла. Давай не будем об этом, прошу тебя. У тебя и так забот хватает с твоим бизнесом». Но я знала ее слишком хорошо. За этой маской смирения скрывалась глубокая обида. Мама всегда учила меня быть сильной, держать удар, но сейчас, глядя на ее поникшую фигуру, я чувствовала себя абсолютно беспомощной, как в детстве.
Хотелось просто обнять ее, укрыть от всего мира и увести подальше от этого стекла и бетона, от надменных взглядов и несправедливости. «Нет, мам», — отрезала я, — «так это не останется. Собирайся. Мы едем домой. Тебе нужно успокоиться». Я повела маму к выходу, но у стойки ресепшена затормозила. Вероника сидела в своем кресле, вальяжно откинувшись на спинку и листая что-то в телефоне. Увидев нас, она лишь скривила губы в усмешке. «Я хочу поговорить с тобой», — произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрожал от ярости. «Это насчет чего? Интересно?» Она даже не подняла глаз от экрана. «У меня нет времени на разговоры с родственниками уборщиц. У меня дела». Я почувствовала, как кровь приливает к лицу, пульсируя в висках. Моя мама не просто уборщица. Она честный человек, который заслуживает уважения. И уж точно не заслуживает того, чтобы в нее швыряли мелочь, как в собаку. Вероника наконец соизволила посмотреть на меня. В ее взгляде читалось абсолютное, непробиваемое презрение. Уважение. За мытье полов. Она фыркнула. «Девушка, спуститесь с небес на землю. У каждого свое место в пищевой цепи. Кто-то руководит, а кто-то машет тряпкой. Такова жизнь. Если вашей маме что-то не нравится, дверь там. На ее место очередь стоит». Мама тихонько потянула меня за рукав, ее пальцы дрожали. «Ира, пойдем, пожалуйста. Не связывайся с ней». Но остановиться я уже не могла. «Ты думаешь, что должности кресла дают тебе право унижать людей?» Спросила я, понизив голос до шепота, который звучал страшнее крика. «Ты даже не представляешь, кто я такая. И тебе лучше начать молиться, чтобы я забыла этот разговор. Хотя я не забуду». Вероника рассмеялась, звонко, неприятно. «Ой, боюсь. Кто ты такая?» Еще одна нищая родственница, прибежавшая качать право? Лучше последи, чтобы твоя мамаша работу не потеряла, а то кто ее, старую, кормить будет? Ты, что ли? Эти слова стали последней куплей. Она не просто оскорбила нас, она бросила вызов. Наглый, самоуверенный вызов судьбе. Я глубоко вдохнула, глядя ей прямо в глаза. В этот момент во мне умерла дипломатия и проснулся хищник. Ты пожалеешь об этом. Очень скоро, бросила я и, обняв маму за плечи, вывела ее из здания. Игра началась. Мы ехали молча. Москва за окном автомобиля сливалась в единую серую полосу, но в моей голове уже выстраивался четкий, холодный план. Я оставила маму дома, напоив ее чаем с мятой и пообещав, что все улажу. Ей нужно было прийти в себя, а мне нужны были факты. Эмоции, плохой советчик в делах мести, здесь требовался расчет. Оставшись одна в своем кабинете, я набрала номер своего заместителя по правовым вопросам. «Андрей, привет. Мне нужна полная справка по аренде офисных помещений в бизнес-центре «Северная башня». Интересует компания «Стиль авто», где работает некая Вероника на позиции офис-менеджера. Подними договоры. Кто владелец площадей, когда истекает контракт, были ли задержки платежей? Мне нужно все. Ира, ты же знаешь, что Северная башня входит в актив нашей группы «Империя». Ты, по сути, конечный бенефициар, удивился Андрей. Я знаю, что актив наш. Мне нужны детали по конкретному арендатору. И проверь их финансовую дисциплину. Срочно. Через 10 минут на почту пришел отчет.
Я пробежала глазами строки и не смогла сдержать хищные улыбки. Действительно, компания Вероники арендовала целый этаж у моего холдинга. Но самое интересное было в другом. Договор аренды истекал через 2 месяца, и они уже подали заявку на продление. Более того, в отчете службы безопасности мелькали странные пометки о жалобах на руководство среднего звена. «Значит, ты работаешь в здании, которое принадлежит мне, и смеешь унижать мою мать», — подумала я. Ситуация складывалась идеально. Я могла бы просто позвонить директору компании-арендатора и потребовать ее увольнения, пригрозив не продлевать аренду. Но это было бы слишком просто. Слишком быстро. Человек, способный швырять монеты в лицо пожилой женщине, наверняка грешен не только в хамстве. Я чувствовала, что если копну глубже, найду то, что уничтожит ее репутацию окончательно. Я решила действовать изнутри. Вечером, когда офисы опустели, я вернулась в бизнес-центр под предлогом проверки состояния помещений перед пролонгацией договора. Охрана меня знала, но я попросила не афишировать мой визит. Я прошла к рабочему месту Вероники. На столе царил творческий беспорядок, дорогие журналы, какие-то чеки, небрежно брошенные документы. Я начала просматривать бумаги. Сначала ничего особенного, графики, табели. Но затем мой взгляд зацепился за папку с отчетами о представительских расходах. Суммы казались завышенными. Рестораны, такси бизнес-класса, закупки канцелярии по ценам в 3 раза выше рыночных. Я сфотографировала несколько чеков. Ресторан «Царская охота», счет на 40 000 рублей, дата – прошлый вторник. В назначении платежа указано «встреча с партнерами». Вот только я знала, что в прошлый вторник весь этаж был закрыт на санитарную обработку, и никаких партнеров здесь быть не могло. А вот еще интереснее, счета за организацию корпоратива, которого, судя по датам, не было в календаре событий компании. Вероника не просто хамила персоналу. Она воровала. Нагло, уверенно, чувствуя свою безнаказанность. На следующее утро я решила собрать свидетельскую базу. Документы – это хорошо, но живые истории людей работают сильнее. Я знала, что мама была не единственной жертвой. Люди такого склада характера, как Вероника, редко выбирают одну мишень. Они терроризируют всех, кто слабее. Я поймала в коридоре молоденькую девушку-бухгалтера, Лену. Она всегда ходила с опущенными глазами, словно боясь привлечь к себе внимание. «Лена, можно тебя на пару слов?» Я постаралась придать голосу максимально мягкий тон. Девушка вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. Мы были едва знакомы, но она знала, что я важная птица из управляющей компании. «Да, конечно». Что-то случилось. Мы отошли в пустую переговорную. «Лена, разговор конфиденциальный. Я провожу аудит качества управления. Мне нужно твое честное мнение о работе с Вероникой. Я гарантирую, что это останется между нами». Лена замялась, нервно теребя край кардигана. «Понимаете, она очень требовательная». «Требовательная или жестокая?» Уточнила я. «Лена, я знаю про случай с уборщицей. Мне нужно знать, были ли другие инциденты. Это важно». Девушка глубоко вздохнула, словно решаясь прыгнуть в холодную воду. Она ужасная. Правда. На прошлой неделе она заставила меня переделывать отчет 3 раза просто потому, что ей не понравился шрифт. Она кричала, что я тупая, что мне место на рынке. А потом, Лена понизила голос, я обнаружила, что она берет мои отчеты, меняет титульный лист и сдает их директору как свои. Я пыталась возразить,
но она пригрозила, что уволит меня по статье за профнепригодность. У меня ипотека, я боюсь потерять место. Я кивнула, чувствуя, как внутри снова разгорается холодная ярость. Спасибо, Лена. Ты очень помогла. Не бойся, больше она тебе не навредит. Теперь у меня был полный набор: доказательства мошенничества, свидетельства кражи интеллектуальной собственности и факты абьюза сотрудников. Пазл сложился. Оставалось нанести последний удар. Я позвонила управляющему зданием Игорю Николаевичу. Добрый день. Это Ирина, акционер Империи. Назначьте встречу с генеральным директором компании «Стиль авто» на завтра на 10 утра. Тема – экстренное обсуждение условий продления аренды. И пусть Вероника тоже присутствует. Обязательно. Утро встречи выдалось солнечным, словно природа решила подсветить момент торжества справедливости. Я вошла в кабинет директора «Стиль авто» ровно в 10. Иван Николаевич, солидный мужчина с усталым лицом, встретил меня настороженно. Рядом сидела HR-директор Надежда, а чуть поодаль, на приставном стуле, расположилась Вероника. Выглядела она уже не так уверенно, как обычно, видимо, само присутствие акционера-арендодателя заставляло ее нервничать. «Доброе утро, Ирина Сергеевна», — начал Иван Николаевич. Нас несколько удивила срочность встречи. Проблемы с договором? Я медленно положила на стол черную папку и ноутбук. Проблемы есть, Иван Николаевич. И они гораздо серьезнее, чем просто пункты договора. Мы, как владельцы здания, очень дорожим своей репутацией и атмосферой в бизнес-центре. Но в последнее время к нам поступают сигналы, которые невозможно игнорировать. Вероника напряглась, но все еще пыталась держать лицо. «О чем идет речь?» — спросил директор. Речь о систематическом нарушении этики, хищениях и создании невыносимых условий труда. И источник этих проблем находится в этой комнате. Я открыла ноутбук и развернула экран к ним. Вот анализ финансовых отчетов вашего административного отдела за последние полгода. Завышенные сметы на клининг, фиктивные представительские расходы, корпоративы, которых не было. Общая сумма ущерба вашей компании – около 500 000 рублей. И подписи везде одни вашего офис-менеджера. В кабинете повисла звенящая тишина. Иван Николаевич побагровел и схватил бумаги. Вероника побледнела так, что стала похожа на мел. Это ошибка. Взвизгнула она. Это подстава. Я никогда, не стоит, прервала я ее ледяным тоном. У нас есть копии оригинальных чеков и сверки с ресторанами. Но деньги – это еще полбеды. Я достала телефон. А вот это касается лично меня. Я включила запись разговора с Леной, где та рассказывала об унижениях и воровстве отчетов. А затем, не давая им опомниться, выложила главный козырь. 3 дня назад эта сотрудница публично унизила мою мать, Светлану Петровну, которая работает здесь в клининговой службе. Она швыряла в нее деньги и оскорбляла. Вы, Вероника, сказали мне тогда, у каждого свое место. Так вот, я решила проверить ваше место. И выяснила, что оно построено на лжи и воровстве. Директор медленно поднял глаза на Веронику. В его взгляде читался приговор. Вероника, это правда? Ты обворовывала компанию и терроризировала персонал? Иван Николаевич, она врет. Она просто мстит за свою уборщицу. Вероника сорвалась на крик, теряя последние остатки самообладания. «Я не просто мщу за уборщицу», — тихо произнесла я. «Я владею компанией, у которой вы арендуете офис».
И я не подпишу продление аренды, пока в вашем штате числятся такие люди. Я не позволю, чтобы в моем здании унижали людей. Никаких. Никогда. Надежда, HR-директор, которая все это время молчала, наконец подала голос. «Вероника, прошу вас сдать пропуск и подождать в коридоре. Мы подготовим приказ об увольнении по статье. И, полагаю, мы будем подавать заявление в полицию по факту мошенничества». Вероника сидела неподвижно, словно ее парализовало. Ее мир рухнул за 10 минут. Вся спесь, все высокомерие испарились, оставив лишь жалкую, дрожащую фигуру. Она бросила на меня взгляд, полный ненависти и животного страха, шатаясь, вышла из кабинета. Когда я вышла из кабинета директора, Вероника уже собирала вещи. Вокруг ее стола образовалась пустота, коллеги, почуяв неладное, старались держаться подальше. Она сгребала в сумку косметику, какие-то рамки, и руки ее тряслись. Увидев меня, она замерла. На секунду мне показалось, что она сейчас бросится на меня, но она лишь опустила глаза. «Довольно», — прошипела она. Разрушила мою жизнь из-за какой-то ерунды. «Это не ерунда, Вероника», — ответила я спокойно. «Ты сама разрушила свою жизнь. Ты думала, что сила в том, чтобы унижать слабых. А оказалось, что слабых нет. Есть только те, кого ты еще не узнала». Я прошла мимо, не оглядываясь. Чувства триумфа не было. Была лишь усталость и облегчение от того, что гнойник наконец-то вскрыт. Вечером я приехала к маме. Она встретила меня на пороге, тревожно вглядываясь в лицо. На кухне пахло пирожками с капустой, запах уюта и детства. «Ну как?» — спросила она. «Ты поговорила с ними?» «Поговорила, мам. Вероника там больше не работает. И, скорее всего, в приличное место ее больше не возьмут с такой репутацией». Мама вздохнула и опустилась на стул. «Жестко ты с ней, Ира. Может, стоило просто пожурить? Она же молодая, глупая». «Мама, доброта не должна быть беззубой», я села рядом и обняла ее. Она воровала деньги и издевалась над людьми. Это не глупость, это подлость. А подлость нужно наказывать, иначе она размножается. Мы пили чай из старого сервиза, и я смотрела на мамины руки, натруженные, в морщинках. «Кстати, у меня есть новость», — сказала я. В нашей управляющей компании освободилось место руководителя службы контроля качества клининга. Работа не пыльная, проверять объекты, составлять графики, обучать персонал. Зарплата хорошая и никакой швабры. Я предложила твою кандидатуру. Ира, ну какой из меня руководитель? Мама замахала руками. Самый лучший. Ты знаешь эту работу изнутри, ты честная и ответственная. И никто лучше тебя не знает, как важно уважать труд простых работников. Соглашайся. Хватит уже прятаться. Через неделю я снова заехала в бизнес-центр. Был теплый вечер. Я увидела маму в холле, она была не в униформе, а в строгом костюме с планшетом в руках. Она что-то объясняла двум новым сотрудницам, и те слушали ее с неподдельным уважением. Увидев меня, она улыбнулась, не той виноватой улыбкой, как раньше, а светло и уверенно. Я стояла и смотрела на нее и понимала, справедливость — это не когда наказывают злодея. Справедливость — это когда достойный человек поднимает голову и расправляет плечи. Бумеранг вернулся, и каждый получил то, что заслужил. Вероника — урок на всю жизнь, а моя мама — признание, которого она была достойна всегда.